Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Я продолжаю проходить Resident Evil, часть первая, ремейк HD. Это ролик номер 2. Я думаю, что финальный, большая часть игры уже позади. Я добрался до пещер. Пещеры. Я уже заблудился. Карту Б. Enrico! Don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Umbrella. Enrico! Double crosser. Все, Вескер виноват. Убит точным выстрелом. Кто бы это мог быть? Он что-то держит. Рычаг. Да у меня есть уже один. Энрико мертв. Что же он мог знать? Только 3 у меня есть. Они обычно парами охотятся. Ну, мне от этого ни тепло, ни холодно. И не взять к тому же. Нет, пока сюда не идем. Огромная дыра. Интересно, для чего ее вырыли. Так, сейчас, секунду. Можно сюда. Сюда я пришел, наверное. Тут где-то было ответвление. Источник питания лифта. Есть круглая крышка. Открыть. Нельзя брать некий предмет.
все у меня по нулям. Очень надеюсь на сейф-рум в этом направлении. С сундуком. Какая из ручек важнее? Надо посмотреть. Зеленая. Или пофиг какая. Какую я только что взял, какая у меня была. Надо сохраниться по такому случаю. Проходик. Наверное, здесь можно рычаг использовать. Сейчас и узнаем, этот или не этот. Кусок пещеры вращает. Оригинально. Огнемет. Или тоже нужно что-то за место ложить, вон, будто б можно поставить обратно. Не нравится мне это. Огромный валун преграждает путь. Подзорвать. Ай. В стиле Индианы Джонса. Решил вопрос. Сюда я вообще иду. Сейчас я сориентируюсь. Тут несколько ходов. Некуда. Блин. Ой, ё-моё. Там еще лезут. Жесть. Сдох. %30. Ну падайте давай. А зачем нож? Получил.
Большая паутина мешает пройти. Может, ножом? Еще лезет. Быстрее режь. А я не отравлен каким-то чудом. Карта локации. Закрыто, не открывается. Вставите огнемет. А назад можно к сохранялке? Интересно. Патроны взять там еще. Опять покрутить. Сейчас не время. Еще один. На полу большая дыра. Где дыра? Тут валун. Что-то непонятно. Опять не то. Теперь то. Дверь. Аптечка. Точнее, кот в мешке. Спрей. Гексагональное отверстие. Двигать. Статуя богини безмолвно улыбается вам. Как бы-то... Поставить статую по центру, скорее всего, надо. А эту можно двигать? Эту нет. А, понял. Что хотят?
И еще разок. Чтоб плита назад отъехала. Теперь можно двигать. А как ее надо повернуть в итоге? Пазик в этот вставить, как на рисунке, 1 плюс 1. Ой, я бы с радостью, но... И как быть? Можно ли вообще вернуться куда-нибудь? Туда, где есть сундук? Куда можно сбагрить предметы? Через пауков опять идти? Гад. Нет. Да. Только синяя.
каруселька. Цилиндр. Подлечиться надо. Ужас. Да. И еще. А что это за дверь? Я не помню. Еще надо взять... Что-то вот здесь. Цилиндрический стержень. Вероятно, совместить надо. Вал барабана. Гравировка символов включить. Приблизить, отдалить, осмотреть. Вот так. Мигающие кнопки. Нажать одну. Ха. Какую? Не знаю, какую. А я должен знать? Ничего не произошло. Ладно. И должен лифт приехать, так ведь? Дверь вот и... Или я пришел отсюда? Я пришел. У меня же карта есть, кстати. Тут недобитые должны быть. Уроды.
Еще один валун. Под ним видны следы крови. Покоцали ведь, да? Опять лечиться. Видимо, шифр, какие кнопки нажимать, он где-то здесь. Четыре, 2, 3, 1. Я не обратил внимания. Патроны только потратил. Похоже, подача питания восстановлена. Кнопка лифта нажать. Куча мешков с песком. Дверь. А можно ли назад уехать? Сундук. Но печатной машинки нет. Лестница. А почему он не спросил, лезть, не лезть? Немного старых запасов. Они помечены как отходы. Эй, куда прыгаешь? А главное, зачем? Уплотнитель мусора. Кнопка нажать. Нечего уплотнять было. Пока так обойдемся.
кто-то есть. Ой, только нет. Не надо мне его. Какой-то рычаг. Потянуть. Чё, где? Травка. Не до травки. Блин, прется. Ай. Да где это было? Толкать. На коробках надпись «Химикаты». Затолкать ящик. Зачем? Механизм для транспортировки материалов. Посмотрим, к чему это приведет. Может, под пресс? Куда ты уехал? А сам я могу уехать туда с ним? Механизм больше не нужен. Понятно. Рычаг. Туда нет. А, вот эта штука. Механический крючок. Застрял внутри отверстия. Так, примерно понял. Проверю сейчас пресс. Что-то нужно повесить, чтобы дверь открылась. И это что-то, наверное, в ящике. Вот он. Включить уплотнитель. Огнемет. Вот как раз его и поставим. Этого монстра бы сюда заманить. Тоже раздавить. А, он сломанный. Ну пофиг.
Где он? Оно. Вот. Только я четко не знаю, куда бежать. Тут же нельзя крутить камерой. И можно убежать не туда. Похоже, что дверь откроется, если повесить на него что-то особенное. Повесили. Огонь погас, но, судя по всему, совсем недавно. Огромная коллекция различных кукол. Они все блеклые и изношенные. Стол завален потрепанными куклами и горящими свечами. Ай, змеи, змеи. Водные змеи. Фу. Куча фотографий маленькой девочки, отображающие различные этапы ее взросления. Постель все еще теплая. Это и есть та самая маленькая девочка, меня преследует. Шкатулка для драгоценностей. Каменное кольцо. Семейная фотография и заметки. Написано сзади. 10 ноября 67. Вирус-прародитель введен. Джессика. Тип А. Повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом отрицательно. Уничтожено. Тип Б. Повышенная активность. Положительно, но с задержкой симбиоза. Изменение тела. Наблюдаются постоянные результаты. Продолжить наблюдение. Джордж. Уничтожен. Журнал, оставленный кем-то. У меня кружится голова после их уколов. Не вижу маму, куда они ее забрали. Она обещала, что мы убежим вместе. Разве могла она сбежать сама и бросить меня? Я нашла маму, мы теперь вместе, я очень счастлива. Но она подделка, не моя настоящая мама. Тоже лицо, но другая внутри. Нужно найти маму, нужно вернуть лицо назад маме. Я забрала лицо мамы назад. Моя мама и ничья больше. Я прикрепила ее лицо себе, так что она не уйдет. Потому что мама сказала, когда я встретила ее без лица. Из коробки запах мамы. Может, настоящая мама там. Каменная коробка тяжелая, стальной трос на пути. Не могу увидеть маму из-за 4 камней. Все. Дичь какая. Два хода есть. Там травка. На случай, наверное, если змеи укусили. А меня не укусили. Ну, пусть будет. Я понял, откуда я выполз.
И это действительно есть та девочка. Сохраняться нет. Она ведь не погонится, она по пещерам ползает. Каменное кольцо. Медали. Металлический каменный объект. И второй у меня, получается, есть. Все. Все стало на свои места. Вот здесь можно затупить и прибежать опять к этому дому. Я уже так делал. Отстань. По кладбищу еще должны двое разгуливать. Не догоните. Прекрасно. Стоит в углублении. Но я нарушу эту прекрасность. Никаких сюрпризов здесь. Один и второй. Может сохраниться, а то фиг его знает.
Две эмблемы идеально сидят в углублениях. Открыть. Я ж не знал. Опять пещеры. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. Да бесполезно же. Железные ворота преграждают путь. Должен быть способ их открыть. Толкать чего-то. На саркофаге вырезано сообщение. Когда проклятие цепей будет разрушено, путь истины будет открыт. Цепей. Стрелять нужно было вот по этим. Так поздно уже. Пить боржоми. Нет, не поздно. Печально закончилась история. Внутри гроба скелет. Постойте, тут что-то еще. Семейная фотография. Письмо. Моей Лизе. День за днем я чувствую, как сознание покидает меня. Уколы, которые сделали мне люди в белых халатах, уменьшили зуд у мамочки. Сегодня они сделали мне еще один укол, сказали, что это питание. После уколов мамочка может думать ясно. Но мамочка шокирована и опечалена, потому что не может думать о тебе все время. Мамочка боится забыть все, особенно воспоминания о тебе и папочке, как выглядит твое лицо, как мы проводили вместе время. Это все начинает исчезать в темноте моего разума. О, Лиза, я хотела бы прикоснуться к твоему лицу и держать тебя на своих руках прямо сейчас. Так я смогу удержать наши великолепные воспоминания о тебе и папочке. Лиза, мы не можем больше тут оставаться, нам нужно бежать. Послушай меня, Лиза, когда в следующий раз нас вместе поведут в лабораторию, мы обе сделаем вид, что потеряли сознание. И когда человек в белом халате ослабит бдительность, это будет наш шанс.
Когда мы выберемся, давай вместе поищем папочку. Хорошо, милая? Будь сильной, Лиза. Джессика Тревор. I'll investigate this area a little further. Understood. Патронов нету. Ни одного. Все в сундуке. Большая железная дверь. Не открывается. Круглое углубление. Внутри изображение орла. Опять 25. Орел, лев. Или что здесь? Волка. Дошло. Только надо к сундуку бежать. Тут ведь нету, я не вижу. А зачем так сделали? Поставили бы. Ладно, мне не жалко, сбегаю. Шесть магнума. 1 заряжен здесь. Еще 6 здесь. Нормально он проверяет территорию. Стоит на месте и тупит.
Использовать лифт. Надпись на знаке откроется только в случае тревоги первого класса. И опять машинка, но и ленточку подкинули. И у меня 10. Сундук. Вот здесь, наверное, уже магнум пригодится. Поскольку 10 ленточек, то почему бы нет? Операционный стол стоит возле стены. Ничего в нем особенного. О-о-о. Помер или сейчас подниматься задумаешь? Господи. Чего охраняли? Еще не все. Еще один эмо-диск. Закрыто на электронный замок. Часть стола покрыта чем-то вроде кислоты. Чуть было. И тут гуляют. Сзади. Давай что-нибудь. Гранату. Оба легли. Огромный вентилятор. Может, он всасывает воздух откуда-то снаружи. Кинжал. Полки заставлены большими и маленькими колбами. Маленькие яйца прикреплены к их стенкам. Чё-то дофига всего.
Символ, напоминающий электричество, вырезан на замке. И здесь. Выбежал, круг сделал. Знак биологической опасности указывает на наличие биологически опасных материалов. Патроны для магнума. Часть трупа лежит на операционном столе. Ряд жидкокристаллических мониторов. Должно быть, они использовались для показа чего-то. V-акт. Записка исследователя. Существует доказательство того, что когда носитель теряет сознание, тело впадает в кому. В это время вирус становится активным, тогда он быстро преобразовывает и реконструирует основные части тела. Носитель в конечном итоге мутирует в человекоподобное существо. Мы называем их V-acts. Его скорость и удивительное мышечное развитие требуют особого внимания. После трансформации оно становится более ловким и агрессивным. Уже 4 наших исследователей погибли, пытаясь накормить его невольно, превратив это место в кровавую баню. После этого трагического и жестокого случая мы решили назвать их Crimson Head. Этот опасный и ценный образец прототипа не может быть оставлен тут. Мы должны найти способ борьбы с ним. Уничтожение, безусловно, не вариант. Мы, наконец, решили заморозить образец и поместить его тело в подвале на кладбище. И есть комп. Логин, пароль. Ага. Escape. Не знаю логинов ваших. Ой. Замороженные трупы, завернутые в мешки. Граната. Все, что ли? Тогда другую дверь проверим. Такие аптечки надо изучать. 2 зеленых, смесь. Хорошо, но место закончилось. Закрыто. Если вы сможете разблокировать рычаги сбоку, дверь должна открыться. Рычаги для открытия замков. Нужно открыть замки рычагами. Чё? Эй, дверь же. Закрыта. Опять к сундуку бежать.
Почему-то мне кажется, что должен понадобиться вскоре. Хотя... Ладно, посмотрим. Одно место есть ведь. Снимок. Место для вставки снимка. И еще. Памятка на доске привлекает ваше внимание. Что-то нацарапано в блокноте. Для того, чтобы использовать электронную дверь, поместите инициалы в алфавитном порядке. Что за электронная дверь? На втором, на этаже выше? Алекс Бехет. АБ. ЦД. Кларк Дэвид. Изменить позицию? Нет. A, B, C, D, E, F. Эд Фишер. GH. Так все ж хорошо. Вроде бы. Гейл Холланд. Я сказал да? Неправильно, поменять. Письмо ученого. Дорогая Ада, к тому времени, как ты прочитаешь это письмо, я уже больше не буду человеком, которого ты знала. Результаты моего теста пришли сегодня, и, как я ожидал, они положительные. Я чувствую, что балансирую на грани безумия, просто думая о том, что обречен. Я отдал бы все, чтобы не стать одним из них. Насколько я знаю, ты не инфицирована. Я искренне надеюсь, что все не так плохо. Но если вышло так, что ты теперь последний, оставшийся в живых, я хочу, чтобы ты забрала материалы из конференц-зала. После активируй систему самоуничтожения в генераторной и беги отсюда. Пожалуйста, сделай все возможное, чтобы придать общественности детали аварии. Если все еще работает нормально, ты должна открыть все замки, используя систему безопасности. Я поставил небольшой терминал в маленькую охраняемую комнату, чтобы ты могла войти в систему, используя мое имя как логин, свое имя как пароль. Тебе понадобится еще один пароль, чтобы открыть дверь на этаже B2 для доступа в конференц-зал. Для большей безопасности я закодировал пароль в рентгеновские снимки. Я знаю тебя, поэтому уверен, что ты сможешь понять его без каких-либо проблем. Есть еще кое-что, и это моя последняя просьба. Я надеюсь, ты никогда не увидишь меня в таком состоянии. Но если ты все же встретишь меня в отвратительной форме, прошу, избавь меня от этой муки. Я надеюсь, ты поймешь. Спасибо тебе, Ада. С уважением, Джон. Джон и Ада. Подсказочка, как по-английски пишется. Да я знаю. Вообще-то. Какой-то выключатель. Нажать. Часть светится красным. Кишечник. Это хорошо?
А про какую дверь шла речь? Про вот эту? Видимо, нет. Проверено. Опять? Или тут другой, надо более детально изучить. Закодировал в рентгеновских снимках. Вот этот есть, а тот еще нет. Я даже не понял тот, который есть, где он находится-то. Здесь все по-прежнему. Сюда, что ли, можно теперь войти? Повезло. Раковина полна пустых стаканов и пробирок. Слайды. Рентген. Отображаемая структура скелета не совсем человеческая. Наполнен прозрачной жидкостью. Вам, наверное, лучше не трогать его. За этой прочной дверью, кажется, что-то есть. Открыть? Нет, не открыть. Полка полна бутылок. Они содержат какой-то порошок. Это какой-то вид фитотерапии. Опять читать. Факс. Кому? Санитарный отдел, менеджеру санитарии от Комитета Ракун-Сити по чрезвычайным ситуациям. Содержание этого факса носит конфиденциальный характер и предназначено только для адресата. Любое копирование или раскрытие содержания этого факса третьим лицам строго запрещено отправителем. После прочтения содержимого уничтожить немедленно. Мы наблюдаем значительное увеличение ущерба, нанесенного утечкой T-вируса. Это намного больше, чем ожидалось ранее. Есть несколько проблем. Первое. Более половины исследователей были инфицированы и погибли. По сообщениям, почти у всех оставшихся в живых в этом инциденте начинают проявляться признаки заражения. Вторая проблема. Наша секретная патрульная команда службы безопасности полностью уничтожена. Таким образом, наши самые секретные исследования рискуют быть обнародованными.
Требуются незамедлительные действия, чтобы предотвратить утечку в СМИ. Третья проблема. Существует высокая вероятность того, что большинство образцов вырвалось на свободу. Мы ожидаем множество потерь в будущем. Однако эти потери подчеркивают успех наших... Странно. Скорее перечеркивают успех наших исследований. Нужно предпринять действия для того, чтобы результаты наших исследований не предали огласке. Мы ожидаем, что первое официальное вмешательство будет от полиции штата и отряда STARS. Мы настоятельно рекомендуем принять меры против них в первую очередь. Куча треугольных колб. Устройство передачи пароля системы безопасности. Если бы у вас был ЭМО-диск, вы бы смогли передать код в систему. У меня целых 2. И даже с собой. Вот в чем дело. После введения пароля, похоже, где-то что-то открылось. Что, нужно вынуть, что ли? Я ж хочу другой вставить, а оно не вставляется. Или я как-то неправильно вставляю. Говорит, нет необходимости слайды изучить. Слайды красного цвета, на них ничего нет. Ну, я как бы не готов. У меня 15 пулек. Надо сбегать к сундуку, что ли. Потянуть? Может быть, теперь можно использовать второй диск в таком порядке. А вот и ни хрена.
Открыть? Давай. Внимание, от тряски топлива может взорваться. Что? Я думал, меня пустят. Похоже на заправочное устройство. А, черт. А я-то... А что здесь остается? С рентгеном разобраться. Пароль закодирован. Часть светится красным. Орган, что ли? А я не помню, как по-английски кишечник. Знаю, что желудок стомак, а кишечник абдоминал, я не знаю. А это что, позвоночник, спайн? Это печень, ливер. Это легкие, лангс, ЛЛ. Третья, четвертая буква ЛЛ. Надо к словарю обращаться. Или подсказку посмотреть, я не помню, правда. В общем, я обратился к прохождению. И я правда угадал третью, четвертую букву. Ну как угадал? Перевел. А первая, вторая C и И. Итого получается слово cell. Камера. Опять заводить. Много подсвечивается чего. Еще диск. Третий. Карта локации. Протоколы безопасности. Уровень 1. Вертолетная площадка. Только для администрации. Ограничение отменяется в случае чрезвычайной ситуации. Первый цокольный. Проход к вертолетной площадке. Вход воспрещен без сопровождения научного консультанта или начальника службы безопасности. Несанкционированные лица, пытающиеся проникнуть на вертолетную площадку, будут расстреляны на месте. Лифт останавливается во время чрезвычайных ситуаций.
Конференц-зал второй цокольный только для использования специального исследовательского отдела. Все другие попытки попасть туда должны согласовываться с Кейтом Арвингом. Тюрьма, третий цокольный. Санитарный отдел контролирует использование тюрьмы. По крайней мере, один научный консультант. Вескер, ага. Росс Смит. Должны присутствовать при использовании вируса. Тройной дверной замок. Вход в комнату ограничен всего одним человеком, который отключает блокировку замка всеми кодами доступа. Кодовые терминалы расположены у каждого старшего научного сотрудника. Генераторная. В этой комнате легко воспламеняющиеся материалы используются в качестве основного источника питания генераторов. Доступ имеют только контролеры штаб-квартиры. Это ограничение не относится к научным консультантам со специальным разрешением. Кодовые терминалы. Использование и доступ к кодовым терминалам только с разрешения уполномоченных старших сотрудников. Четвертый, цокольный. Что касается развития тирана после ввода T-вируса, далее неразборчиво. Расставлены аудио-видеозаписи. Похоже, в них нет ничего важного. Экран для использования с проектором. Слайды. Терминал для ввода паролей. Использовать. 4 цифры. А это случаем не... У меня есть видеозапись. И нужен был видеомагнитофон, чтобы посмотреть. Фильм установлен на место. Посмотреть. Враги, с которыми сталкивался охотник, акула там была, тиран. Группа исследования биоорганического оружия. Персонал. 834 17 06 23. Собака. Так это то же самое все. А нет, тут другое. 8462. Использовались слайды. Что-то открылось. Ключ лаборатории. Оборудование для монтажа. Похоже, что вы можете посмотреть кассету Кеннета. Ага, давай. Посмотреть. Get away from me! No! Hey! No! И что мне с того? Опять к сундуку. Выходит.
Или можно использовать ключик, если это он, конечно. Да, электричество вон, я вижу уже. Выбросить. Намертво закрыто. Понятно. Вот зараза, как он так-то? Раздави ему бошку. Похоже, это панель управления лифтом. Нажать. Обесточено. Лифт не работает. Похоже, вам придется заняться выключателем справа. Сейфрум неожиданно. И не надо бежать к тому сундуку. Различные виды химикатов. Этикетки слишком грязные. Трудно сказать, что там внутри. Ленточки вижу. Холодильник не включается. Тут дверь. Хочу посмотреть, что за другой. Что это? Кто? Звуки издает странные. Ой.
Операционный стол покрыт кровью. Не похоже, чтобы это была кровь от операций. Различные точные приборы, используемые в хирургии. Что это? Ужас. Новый тип врага. Насекомые какие-то. Получается, я выпрыгнул из этого и могу в то впрыгнуть. Все, что ли, здесь? Полка полна различных антитоксинов. Система ввода пароля. А у меня есть, наверное. Где-то что-то, где-то что-то. А, двигать можно. Мешок с телом лежит на обычной постели. Дата, указанная на мешке, довольно старая. На операционном столе бардак. А как я... Я что-то не обратил внимания. Откуда я вышел-то? Вообще не понял. Теперь понял. Из этой же самой двери, в которую входил. Опять это. Еще и мажет. Постоянно горит огонь. Может быть, это какая-то печь? Я и такое уже читал. Заправочное устройство для генераторной. Сейчас оно не работает из-за отсутствия топлива. Есть пустая капсула. Ага. То есть можно сбегать наполнить.
потолке, что ли? Ух ты! Пусти! Один выстрел. Так, я, кажется... Мне нечем стрелять. Надо отступать. Наполню капсулу. Может, это не так работает? Вот так. Получили. Капсула системы подачи топлива. Основным ингредиентом является нитросоединение. Бег с ней может привести к взрыву. Вот на свою голову. У меня 2 гранаты. Ну хорошо. Мало ли. Чтоб не рвануло. Может привести, а может не привести. Пусть будет, мало ли патроны найдутся. 2, 6. Поместить. Что теперь-то? Что изменилось? Топливо подается в генераторную. А может, ну его?
Надо магнум доставать, похоже. Третье устройство. Да, я пойду-ка возьму что-нибудь посерьезнее. Пусть будет про запас. Вот этого бороть не буду, потому что с этим помещением все ясно. А следующего надо уже. С одного. Зато какой результат красивый. А у меня нет. Тут тоже. К основному лифту не подается питание. Подать? Да спрыгнет он. Ох, несколько. Я думаю, магнум все. Есть ли здесь что-то еще? Лифт питание получает. Система самоуничтожения лаборатории. Она гигантская.
зарядить магнум. А что получится, что у меня всего 6 патронов к нему плюс 1. А не, есть еще. А, вот же диск. Сейчас применим. В том помещении ведь уже спокойно, никто не выпрыгивает. С потолка не свисает. Это только в этом один остался. Я думаю, пора готовиться к финальным сражениям уже. Все оптимизировать. Подлечиться. Вот так. Так, куда мне бежать? К лифту или к этой двери с тройным замком? Понажимать оставшиеся. Ну и что же здесь? Chris? Jill, Chris? Wesker's the... I know. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Томиться в темнице.
Сюда же. Нажать. Есть контакт. Лифт работает. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And stars were Umbrella's... No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed Enrico with your own dirty hands! You son of a bitch! Enrico? Yes. I'm a fair man. I'll destroy all of you Stars along with this entire place. You... Time for show and tell. Get up. The ultimate life form. Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Come on, you test tube freak. Ай. В смысле? Все? Что за нафиг? Почему он не встает? Дверь закрыта на электронный замок. Похоже, она автоматически закрывается в случае ЧП. Тиран, блин, так нечестно. С 5 выстрелов или сколько я там сделал? Несколько капсул. В каждой содержатся несказанно уродские существа. Похоже, что терминал используется для слежения за состоянием существ внутри капсул. Это, безусловно, самая жуткая вещь из виденных вами ранее.
Какая жалкая смерть. Он держит что-то. Записи наблюдения. Открытие G-вируса произошло ровно через 21 год после введения вируса «Прародитель». Прототип паразита, который мы доставили из лаборатории во Франции, был введен в тело подопытной. Последняя поглотила паразита без каких-либо побочных реакций. Их отсутствие — неразгаданная тайна. Но теперь мне все ясно. Прототип паразита развивался в теле объекта ровно 21 год. После инкубационного периода прототип вдруг начал мутировать. Развиваться, возможно, более подходящее слово, чтобы описать это. Это наблюдение дало мне больше знаний в моем исследовании. Путем дальнейшей модификации и тестирования я смог вывести метод для создания G, который превосходит производительность T. Это был прорыв, который изменит будущее в истории Бор. Не могу дождаться, чтобы увидеть раздраженное лицо Алексии, когда я наконец объявлю о результатах моих исследований. Но, к сожалению, мне придется подождать еще несколько лет, чтобы полностью проверить мои выводы. Уильям Биркин. Система для сбора экспериментальных данных. Там блестело что-то. Ключ лаборатории. Панель управления электронным замком. Открыть. Электронный замок открыт. Ща как встанет. Не встал. Полученным ключом камеру отпереть. Использован. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. А куда теперь? Выбираться на поверхность? А тут должно все взорваться? У меня такое ощущение, что должно, по воспоминаниям. Хотя... Let's get going! Так, сюда. Не показали, куда она побежала.
А может, к лифту надо было опять? Не, вряд ли. Все верно. Ключ больше не нужен. Выбросить. Накачивают меня оружием. Перед финальной разборкой. Аптечка. А мне не надо. This is Brad. Running out of fuel. This is your last chance. If there's anyone alive, give me a sign. I repeat, this is your last chance. Не работает. Лучше восстановить подачу питания. Будто бы аптечка из Dead Space. Тройная. А больше нельзя. Что за незадача? Блок предохранителей. I'll take care of them. But- Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Что такое? Сигнальные ракеты. Вертолетная площадка. По идее, здесь должно происходить финальное сражение. Гранатомет, кажется. Что делать? Просто вот так вот. You okay? В смысле, вы улетели? В целости и сохранности? А как же... Почему у меня такие ложные воспоминания об этой игре? Не, я точно помню, должна быть разборка. И мне потом в самом конце гранатомет подкинут, когда я буду уже на последнем издыхании. Странно. Все, финальные титры. В общем, я не совсем понял с этим моментом, надо будет погуглить, почему я запомнил не так, или я путаю с какой-то другой игрой.
Такое было прохождение. Это был Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!